Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина Никита. Новая работа, новое творение. Наступило вдохновение, решила сшить вот такую замечательную картинку. В основном я использовала все лоскуты. Я взяла салфетку для посуды, сверху положила паутинку. Можно использовать флизелин, дублерин, но у меня есть паутинка на метраж. Если вы шьете из лоскутов, то, конечно, лучше использовать клеевую. Так лучше фиксируются ваши лоскутики. Они у вас не будут никуда убегать. Сделала я небо из разных тканей. И фактура, и цветовая гамма. Выкладываю фон из разных, видите, по цветовой гаммы лоскутков. Это домики, наши сказочные домики, окна. Окна можно прорезать, а можно наложить сверху, но лучше фиксировать это на клей-карандаш. Заранее никакой эскиз я не рисовала, что приходило в голову, просто вырезала на глаз ножницами и потихонечку складывала. Прямо на полотне из вырезанных мной рисунков я собирала такую композицию. Где мне не хватало, там я подкладывала ткань. Сами видели, что процесс это очень увлекательный. Где-то надо поменять лоскуты местами, где-то они очень сливаются, где-то они смотрятся не так, как бы хотелось. Когда вы располагаете рисунок, я вам не советую сразу его приклеивать на клей-карандаш. Вы сначала набросайте, что вы хотите видеть, потому что вот действительно приходится постоянно что-то менять. Менять ткани, менять местами ваши рисунки, в моем случае это домики. Когда рисунок окажется на постоянном месте жительства, тогда можно приклеить. Чтобы картина была не угрюмой, старалась брать ткани повеселее, вот с цветами, поярче какие-нибудь. Запас лоскутов у меня очень большой, но, как всегда, что хотелось бы, того и нету. Ну, вот так потихоньку-потихоньку и рождаются красивые полотна. В этой работе у меня чисто домики. Отсутствуют птицы, солнце, животные. Любимая речка с утками, с гусями. Девчонки, в начале декабря у нас стартует проект «Украсим свой дом». Будет замечательный проект, заходите, посмотрите. Да и так просто заходите на мой канал. Погуляйте по плейлистам, может быть, для себя найдете что-то интересное и нужное. Кто не подписан, подписывайтесь, жмите колокольчик и обязательно пишите комментарии. Окна можно сделать 3 способами. Вырезать отверстие в домике, вовнутрь положить ткань и прошить. Можно приклеить на клей, а можно просто вышить руками. Если вы делаете как аппликацию, то вы по последовательности друг за дружкой пришиваете на машинке. Сразу все, рисунок не надо, не делайте, вам будет очень сложно. Как бы вы ни приклеивали, ни фиксировали. Но я пошла другим путем, я сделала как пиццей. Нам нужна прозрачная ткань, это органза, фатин, сетка. Я ее прогладила, проутюжила, зафиксировала булавками и все. Буду делать стежку на свободном ходу. Моя машинка не переключается. Вы переключаете транспортер и шьете. Вот я аккуратно вставляю пластину, опускаю иголку и смотрю, так я поставил или нет. Если иголка упирается, значит пластина неправильно стоит. Такие пластины, у кого ничего не переключается, должны быть в комплекте с машинкой. Ставим лапку для стежки и приступаем к делу. Плавными движениями, вот так вот мы делаем мозги. Стежку можно делать разными способами. Если вы не владеете совершенно, можно на прямой строчке, полосочки, квадратики, загогулинки, как хотите. Но даже если вы сядете на свободный ход и вы не умеете это делать, не переживайте. Я на днях в сообществе выставила свою первую работу. Посмотрите, загляните, это так чудно смотрится, если честно. Это была пицца, очень большая работа, громоздкая, там всего тоже очень много-много разных картинок. И была моя самая первая стежка с дрожащими руками, кривоватая. Но ничего, со временем это все приходит и все получается.
Я делаю черепицу, делаю полукруг, в серединку завожу иголочку, и вот такая получается у нас красивая крыша. Самое главное, не делайте резких движений. И не бойтесь, ведите плавно, и все у вас получится. У меня вопрос стоял, как же все-таки прошить небо, чтобы было более интересно. Всю голову сломала и остановилась на такой мысли, дай-ка я просто сделаю волнами обыкновенные полоски. Когда полотно прошито одним рисунком, хорошо смотрится, да не очень. Вот я и экспериментировала. Где завитушки, где волны, где какие-нибудь полосочки, клеточки, черепицы. Вроде какое-то разнообразие и получается. Когда мы делаем стежку, наша задача зафиксировать все наши лоскуты. Неважно, маленькие они или большие, мало ли, может быть, придется эту вещь стирать. Если вы делаете картину, все равно вы должны все хорошо прошить. Если вы не прошили какой-то лоскуток, и ваша вещь будет стираться, по-любому у вас этот лоскуток со временем в комок, и вы его не расправите. Вот я сейчас делаю окна. Несколько раз туда-сюда, чтобы была пожирнее строчка. Такие башенки, они в основном белые, но я решила сделать кирпичики. И посмотрите, как хорошо это смотрится. И кирпичики эти просто делаются. Мне понравился такой вариант. Перед тем, как начать стегать, я вам советую намотать несколько шпулек. В ход идет в основном белый цвет, но если у вас темные нитки, желательно шпульки тоже брать темные. Не обязательно один цвет, что в катушке, что в шпульке. Но когда вы шьете, темное к темному, светлое к светлому, потому что иногда бывает, выбивает нитки, и распарывать это удовольствие не очень хорошее. Ну вот и посмотрите, моя работа готова. Заняла она у меня 6 часов. Шила я ее на одном дыхании, не отвлекаясь. Хотелось мне закончить, потому что оставалось немножко, и я ее сделала с таким большим удовольствием. И обратите внимание, здесь у меня были скучные деревья. Я пустила двойную строчку, сделала завитушки, листики. Пускала я специально контрастной ниткой, чтобы их было видно. У меня не было в этой работе цели сделать все идеально, ровно и прекрасно. Как вы видите, здесь у меня накосяк, башенки чуть-чуть наклонены, крыша немножечко такая сказочная получилась. Что касается вот этого участка, можно было сделать двери в дом, сделать ступеньки, но это дорога. Здесь как камни.
башенки. Можно их было оставить белые, но вы посмотрите, как выигрышно смотрятся кирпичи. Крыша. Как вы видели, я делала черепицу, окна я отделала такими завитушками, коричневыми нитками. Вроде бы она получилась очень простая, но очень миленькая. Домики, они всегда украшают дом. Из этой работы можно сделать панно, картину, подушку. Ну, на этом все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео, наверное, на проекте. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, присылайте смайлики. Обязательно пишите, что вам понравилось и что не понравилось. Пока-пока. С вами Валентина Никита.